Привет, девочки! И так мне реально уже сносит крышу. Но я просто реально придумала, что сегодня буду просто веселиться и как-то, может, вам тоже подниму настроение. Моя идея такая. Так как я много лет уже, приезжаю в Англию, сейчас я уже тут живу, и я как езжу по разных домах, я знаю, как питаются настоящие английские стройные тетушки. А суть такая, они едят все, но у них очень маленькие порции. Они пьют очень много черного чая с молоком, конечно. Но вот что они соблюдают свои порции, это точно и везде. Но они притом едят всю традиционную английскую пищу. И я вот решила вам показать такой английский рацион, конечно, на 1200 калорий, потому что это уже просто стандарт. Пожалуйста, не принимайте вот такую диету серьезно, что это надо так питаться, и я сейчас тоже так буду питаться, но я просто вот хотела вам показать вот эти вот такие пищевые нюансы, я замечаю уже много лет, но я просто хотела вам показать и просто вас повеселить. Так что вот я даже оделась как дамочка, я пойду в магазин, я куплю вот все, что я очень хорошо знаю, что они едят. А я жила в Восточной Айрии и сейчас живу в Англии. И, конечно, некоторые продукты чуть-чуть отличаются, но суть такая же. На завтрак я хотела показать вот этот стандартный английский завтрак. Этот английский завтрак, он больше популярен между мужчинами. Женщины, они больше выбирают вот эту овсянку. И на обед я тоже вам покажу одно из самых популярных блюд, вот которые тут есть в Англии. И покажу ужин. И, конечно, вот самое главное, это культ в Англии, это чайпитие после обеда. Это тоже покажу. Так что все, иду покупать продукты и увидимся позже. Пока-пока. Вот, дорогие мои, показываю завтрак. Итак, час первый. Обязательно каша-малаша. В Англии очень популярны вот такие пакетики. Я просто приготовлю в микроволновке, потому что она быстрого приготовления за 2 минуты. Это с циннамоном. Так вот, приготовлю пакетик каши, но это не все. Тогда обязательно черный чай с молоком, без сахара. Но я добавлю подсластитель, потому что, мне по-другому невкусно, я и так не любитель черного чая. И добавляем молоко. Так, тут у нас каша. В кашу мы добавляем, можно сахар или мед. Я добавлю чуть-чуть подсластителя, он выглядит как сахар, будет нормально. Кстати, чаек вот такой простой, черненький, самый популярный в Англии. А после каши с чаем надо кушать тост. Тост у меня, такой белковый, но ладно. И надо добавить чуть-чуть сливочного масла, но у меня есть такая пшикалка. Вот, я добавлю пару пшиков. И сверху можно апельсиновый джем, или кто любит с медом. А я просто добавлю чуть-чуть подсластителя вот такими гранулами. И будет выглядеть практически как сахар. Вот такой маленький английский завтрак у меня получился. Буду пить чаек, кушать тост и свою кашку. А потом покажу, что будет еще. Пока-пока. А сейчас будет подготовка настоящего английского обеда. Я буду жарить вот эту рыбку. Она такая, небольшая.
Тут пюре гороховое и еще будет картошка. Вот как видите на этом рисунке рыбка, картошка и это зеленое пюре. Иду готовить. Какой мой английский обед будет? Я даже нашла вот такую красивую старинную тарелочку. Я стараюсь как-то вписаться вот в 1200 калорий, вот это стандарт, но как же все-таки это трудно, и я сейчас все пыталась планировать в предложении, чтобы остались бы калории и на чаепитие, и на ужин, ну это правда трудно. Вот, например, тут 100 грамм картошки, и это 200 калорий, потому что, ну, картошка такая как бы чуть-чуть жирная. Ну, неважно, я показываю вот так, как есть. Тут горох, вот этот пюре, очень ярко выглядит, пахнет вкусно, так что будем кушать. И рыбка, ну, порция рыбки такая достаточно нормальная. Увидимся, когда буду готовить чаек. А сейчас, конечно, самое главное, будем пить чай. Я приготовлю вот такой чаек Earl Grey, 2 пачки. А на вкуснятины я покажу вот то, что тут очень популярно. Вот такие печеньки, они с одной стороны облиты шоколадом, а с другой нет. Но я вам их покажу. И в одной печеньке 71 калория. Ну, это полный пипец. Если вы считаете калории, ну, 71, ну, это многовато. А еще очень популярный шоколад с мятой. Вот у нас такая пачечка завалялась. Я вам покажу, как внутри выглядит. На 2 вот такие штучки 71 калория. Так можно одну вот съесть. И еще, как очень популярные шоколады со всякими вкусами. Тут шоколад молочный с апельсином, а внутри настоящий шоколадный апельсин. Вот чаек такой, как уже показывала в пакетиках. Так выглядит эта печенюшка. Такая маленькая. И шоколадка с мятой вот внутри. Он выглядит так. И внутри такая начинка с мятой. И тут еще плюс манго. А вот этот апельсинчик. Настоящий апельсин. И пахнет он так вкусно. Вот получилось. И внутри вот такие апельсинчики. Я посчитаю, сколько я тут всего могу скушать, чтоб на ужин хотя бы мне сколько-то калорий осталось бы. Вот принесла свой чаек в комнату. Буду пить чай только без молока, потому что мне лично Earl Grey чай с молоком просто невкусно. И мои вот эти вкусняшечки. Калории я напишу. Так, а на ужин я рассчитала, ну, чтоб осталось бы хотя бы чуть-чуть калорий. Будет очень низкокалорийный ужин, но он все равно будет по принципам английских дамочек. На первое у нас будет суп. Ну, это очень важно. И суп я нашла, ну, конечно, самый популярный у нас это Heinz Tomato суп. А я вот нашла низкокалорийный супчик в пачечках. Ну, конечно, это точно не самый лучший вариант, но сегодня видео не про ПП. Так вот, я приготовлю этот супчик, а на второе будет тост и фасоль в томатной пасте сверху. Второй вариант мог бы быть омлет на тосте, но мне просто не хватило колоража, что вписаться вот это 1200. Так что я купила фасоль, тут без добавленного сахара и соли. Вот, готовлю. Вот, я взвесила фасоль и подогрею. Вот как это все выглядит. Приготовила супчик, но он такой, конечно, совсем бульончик. Так, на тост я пшикну маслом, потому что, ну, на настоящее масло мне просто не хватит калорий. И, кстати, эти я вот просто и не считаю.
И тогда сверху фасоль. Вот. И я совсем забыла, конечно, будет и десерт. Я посмотрела, как это называется на русском. Это заварной крем. И он, конечно, уже тут вот меньше сахара, так я вот и взяла вот такой, ну, диетический вариант. И тут вот такие маленькие баночки. В одной баночке получается 46, мне кажется, калорий. Но это вписывается в наш колораж. Такой ужин у меня получается. Вот этот десерт, ну вот совсем маленький. Я взяла самую маленькую ложку, которая у меня была, ну, чтобы уже как-то, не знаю, психологически было бы легче. Я, конечно, не знаю, как я вечером, ну, пойду спать после вот такого ужина. Ну, сегодня уже просто такой день. Конечно, это не на каждый день, но просто вот такой маленький экспериментик. Тост выглядит совсем нормально. Я бы сказала бы размер, ну, такой еще. Так вот, все, пойду кушать. Пока-пока. И вот пришла я приготовить себе еще одну кружку чайка и попрощаться с вами. Спасибо, что смотрели. Я вписалась ровно в 1200 калорий. Ну, так что сегодня у меня опыт получился такой, ну, очень интересный. Для меня это было необычно. Но вот просто эксперимент. Так что все на сегодня. Последний мой чаек. И буду идти спать. И все. А завтра новенький день. Всем пока-пока.